Россия закрыла границы. Железный занавес или нечто куда более серьезное? Начнется ли полноценная война? Путин поставил задачу Генштабу: мобилизация миллиона человек, марш-бросок на столицу. К чему все идет? Черный день для Украины. США вычеркнули ключевые пункты из официального документа. Военная помощь заблокирована. Вот войск внутри страны. Солдаты заняли стратегические позиции. Россия на грани военного положения. Крысы бегут с корабля. Окружение Путина срочно покидает РФ. Эвакуация целой флотилии из страны. Это и многое другое к вечеру первого дня июля. Оперативно о главном в Украине, России, Беларуси и мире. Это Нехта, я Степан Путила, и мы начинаем. Началось страшное. Россия начинает движуху на границе с Финляндией и странами Балтии. С 1 июля Кремль внезапно закрыл сразу 7 железнодорожных пунктов пропуска. И что самое важное, в документе за подписью премьера Мишустина не указано ни причин, ни сроков до особого уведомления. Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках. Почему именно сейчас Россия принялась наглухо заколачивать двери в Европу? Когда власть молчит о причинах, за нее говорят версии, и одна тревожнее другой. Первая – это подготовка к новой волне мобилизации. Перекрыть рельсы на северо-запад значит отрезать людям еще один путь бегства из страны, аккурат перед тем, как захлопнуть границы для военнообязанных и раздать электронные повестки. Вон они, эти пидорасы ебаные. СБХи уже достали, кого-то повели. Вторая – милитаризация приграничья, станций и депо уходят под контроль военных, чтобы скрытно, без лишних глаз, перебрасывать технику к натовским рубежам. Но самая мрачная версия читается прямо. Так внезапно двери не закрывают перед торговлей. Так их закрывают перед настоящей, полноценной войной. И эта версия, увы, не на пустом месте. По словам главкома ВСУ Сырского, Путин уже приказал Генштабу готовить планы нового наступления на Украину. Мы знаем, что Путин поставил задачу. Мы знаем, что Путин поставил задачу российскому генеральному штабу просчитать различные варианты наступательной операции, в том числе и с территории Беларуси, то есть с целью захвата Киева, а также других территорий. И у российского генштаба уже несколько вариантов. Самым вероятным в Киеве считают удар из Брянской области по Черниговщине, а вот наступление с территории Беларуси пока считают маловероятным. Зато кремлевские рупоры уверены. Мопка, октябрь, 1,2 миллиона человек. Запомните это лето. Возможно, это последнее мирное лето в вашей жизни. Правда, судя по реакциям под публикацией, в смелость Путина мобилизовать такое количество людей верит пока мало кто. Но это лето все же стоит запомнить. Не потому, что оно последнее мирное, а потому что именно сейчас видно, как режим готовится не к миру, а к новому витку. Заколачивает окна в Европу, стягивает войска, чертит планы. Проходят выборы через 5 дней. Когда все поймут, осознают, отключат интернет, объявят, Путин опять сядет, скажет, наш генштаб попросил еще 500 тысяч штыков, и все дела. Так будет, 100%. Предпосылок для того, чтобы этого не было, нет. Вот только заканчиваются такие затеи у Путина в последнее время одинаково. Горящими НПЗ да бегством с занятых позиций. Доброе утро, Пенза! Так встретили россиян украинские беспилотники, залетевшие на военные заводы. За 600 километров от фронта накрыли стратегический объект ВПК, где делают компоненты для тех самых ракет, которыми Россия бьет по украинским городам. А в Уфе уже во второй раз достали крупный НПЗ, один из главных производителей масел в стране, и это более 1300 километров вглубь. Каждый день выполняется наш план дальнобойных санкций. Россия должна закончить свою войну. Все возможности для этого у российского руководства есть. Однако россияне пока не сильно довольны. На фоне сирен ответственно заявляют: маловато прилетело. Мне вот просто интересна логика украинских свиночек. Попадаете раз в полгода. Попали? Молодцы. Из 100 снарядов 1 попал. Слабо бьете, украинцы. Россиянам больше нравится, когда их пожестче. Кстати, Пенза лишь одно звено в цепочке. За 10 дней Украина выбила 3 завода, работающих для «Искандеров». Микросхемы в Воронеже, пусковые в Волгограде и теперь датчики в Пензе. Похоже, всю производственную цепочку рвут прицельно, чтобы бить было нечем, еще до конвейера. А
А ночью на трассе Мариуполь-Донецк снесли автомобильный мост у Кременевки. Да так мощно! Посмотрите на фото. Теперь российская техника там не пройдет, только в объезд. Украина методично режет оккупантам логистику узел за узлом. Крысоловка потихоньку захлопывается. Из России бегут яхты Путина, целая флотилия. Как мы рассказывали накануне, 2 суперпаруса из его окружения «Виктория» с Алиной Кабаевой и 82-метровая «Грейсфул» уходят в Турцию, подальше от родной гавани. И тут всплыли занятные детали. «Виктория» плывет в элитную турецкую марину, что принадлежит бизнесмену, который в разгар войны по-тихому получил сербский паспорт. По той же секретной схеме, по которой паспорта раздают российским элитам и окружению Путина. В сети уже заговорили о безопасном коридоре для беглецов через дружественную Москве-Сербию. А Грейсфул у берегов Дании вырубила транспондер, чтобы не выследили. Да только ее конвойное судно «Воевода» сигнал выключить побоялась. И теперь по нему прекрасно видно, как целый боевой эскорт тащится в Стамбул в обход всей Европы. Пряталась яхта, а спалил ее собственный сторож. Но самое любопытное, зачем все это? Аналитики объясняют прозаично и жутко. Яхты вывозят из Черного и Балтийского морей, потому что флот Путина больше не может гарантировать их безопасность у родных берегов. После регулярных украинских прилетов держать дворцы за сотни миллионов в Сочи или Питере стало опасно. И заметьте, спасает в добро не абстрактная Россия, а конкретные люди из ближнего круга. Те, кто знает изнутри куда больше телевизора. Раз уж вывозят плавучие дворцы под охраной боевых кораблей, значит чуют то, о чем вслух молчат. Крысы, как известно, первыми бегут с корабля. Россия окончательно утопает в бензиновом безумии, картинки оттуда то смех, то грех. Кремль, не справляясь с очередями, начал вводить на заправки солдат, а точнее СВОшников, видимо, наводить порядок среди тех, кто дерется за последние оставшиеся литры. Вот, ребята, ассоциация ветеранов СВО. За порядок. Не дают залазить в очередь вот таким вот. На некоторых АЗС очереди уже поделили веревками на М и Ж, а обочины по дороге загажены так, что хоть противогаз надевай, пишут в соцсетях, брошенные без топлива машины стоят прямо на дорогах. Дошло и до трагедии. В одной из очередей пожилой мужчина отстоял, оплатил бензин, да так и не дождался, умер прямо на месте. Город Чита, вот заправка. Все куплено, подъехал Lexus, вот Lexus, просто без очереди заезжает, все стоят по 6 часов, а заправщики вышли и сказали заправить его. Народ приспосабливается как может. Кто-то тащит к колонке мангал и раскладные стулья, устраивая пикники, кто-то химичит, заправит бак, отъедет, сольет, вернется и все по новой, лишь бы урвать сверхлимит. Теперь вся жизнь россиян бурлит, кипит вокруг АЗС. Особо ушлые и вовсе вырезают дыры в багажниках, чтобы влезло побольше канистр. Скоро и в себя уже заливать начнут. Просто в двери прорезали, короче, и в канистру заливает. А власти вместо того, чтобы дать людям топливо, решили дать им тишину. Росстат по-тихому засекретил данные о ценах на бензин, мол, сменили формат публикации. Оно и понятно, нет статистики, нет проблемы. Что такое, 10 литров? Включи ебаную колонку, блядь! Вызывай на охрану, блядь! Вызови, я с ними буду разговаривать! По факту же лимиты и перебои накрыли уже всю страну свободными от бензинового ада. Остались лишь 2 региона — Калмыкия да Чукотка. Где-то топливо льют по талонам, где-то по 15 литров, а в Орловской области дошли до абсурда. Заправляют по последней цифре номера. Одним словом, встали с колен, да так, что теперь и не разогнуться. Плохие новости посыпались одна за другой. Италия заблокировала военную помощь НАТО Киеву на 2027 год, а США вычеркнули из документов саммита слова о неразрывной связи с Европой, в то время как Польша притормозила передачу истребителей МиГ-29, не договорились с Украиной. Казалось бы, бросают один за другим. Да, только не тут-то было. В тот же день накануне Киев заключил сделку мечты. Швеция продает партию новейших истребителей Gripen. Контракт подписан, деньги выделены, а всего таких самолетов будет до 150. Мало того, Япония запускает с Украиной целый дроновый альянс, дает деньги, чипы и электронику в обмен на украинский боевой опыт. Вот вам и изоляция. Где-то один кран прикрыли, а рядом тут же открылись 3. Свято место пусто не бывает. Не все, впрочем, звучит бодро. Этой ночью и утром Россия снова била по мирным. На Днепропетровщине дроны атаковали сразу 5 заправок. Погибла женщина, 3 ранены, полыхали пожары. А в Херсоне беспилотник ударил прямо по маршрутке в центре города. 2 погибших, 7 раненых. Оператор дрона, по словам властей, прекрасно видел, что бьет по гражданским, и все равно нажал на кнопку.
Но под финал букет признаков того, что у Кремля дело пахнет керосином. Британская The Sun пишет, Путин уже через несколько месяцев станет перед серьезным выбором: капитуляция или полная заморозка. Инициатива Украины, наступления выдохлись, флот не в счет, а удары по нефтянке душат Россию насмерть. Чуют это и сами россияне. Поисковых запросов «Когда закончится война» в Яндексе рекордные 137 тысяч за неделю. А на рынках ставок вероятность потери Путиным власти к концу года резко ползет вверх. Но український аналітик Дикий предупреждает. І головне в даному разі не врятувати. И главное в данном случае не спасти их победу. Вот не спасти их, подписав сейчас соглашение о прекращении войны по нынешней линии, потому что тогда мы наши оккупированные территории никогда не увидим. Вот главное сейчас не допустить именно этой стратегической роковой ошибки. Ведь уже даже МИД России вдруг призвал срочно закончить войну. Правда, чужую, между Афганистаном и Пакистаном. У соседей воевать нехорошо, а у себя, стало быть, можно. Ведь это вопрос выживания, как говорят россияне. Либо мы должны целиком Украину под себя подмять, либо нас Европа расчленит на части. Перестать бомбить соседнюю страну им ожидаемо в голову не пришло. В сети тем временем напоминают, многоходовочка уже удалась, можно сворачиваться. Ведь Путин уверял, что начал войну, чтобы не подпустить НАТО к границам, не дать Украине вооружиться и не потерять Крым. А вышло чуть-чуть наоборот. НАТО у самого порога, даже Финляндия обзаводится ядеркой, Украина лупит дронами по российским НПЗ, Крым в блокаде. Все, чего так боялся Путин, случилось. Или это не он боялся, а Волыныч и Паллаич. Каждый услышит свое. Как дела, Александр? Спасибо. Так Волыныч или Вадимыч, тут уже не разобраться. Впрочем, в нашей редакции все время слышится Невменяич. И чтобы доступ в интернет у вас не зависел от таких вот невменяичей, качайте Next VPN. Кстати, для тех, кто не успел, акцию мы продлили ровно на 1 день для вас. Сегодня последний шанс успеть по скидке, все ссылки под видео. Спасибо, что были и остаетесь с нами. Подписывайтесь и до встречи уже утром.